Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такой шикарный кашемировый кардиган. Ну, здесь он кашемировый, у меня будет пряжа полушерстяная. Вот, стоимость его от итальянских дизайнеров Китон 470 тысяч рублей. Да, продается в брендовом магазине вот такая интересная модель. Интересна она тем, прежде всего, это ценой, да. Но она и так, в принципе, сейчас я вам покажу, как она сидит, довольно эффектная вещь. Не умаляет достоинства. Я считаю, что в гардеробе каждой женщины пригодится такой тепленький на холодную погоду, на холодный период времени, такой тепленький кардиганчик. Шерстяной или он там, кашемировый. Это все зависит от ваших доходов, мои хорошие. Вот, смотрите, как он по спинке хорошо сидит. Это классика. Видите, классический рукавчик, да, с окатом. И аранские узоры. Очень простые, несложные. На первый взгляд кажется, что что-то там круто навороченный узор, но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что ничего там не наворочено. Обычная змейка – это самый простейший элемент в аранском вязании, да. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Жгутики. В общем, и все, собственно. Вот и все, что сложность. Единственное, меня смущает черные пуговки. Я бы сделала в тон кардигана, но, видимо, дизайнеру видней. Еще смотрите, планочка. Видите, планочка здесь у полочки довольно выделена вот так край ее утолщенный. И мы сегодня с вами попробуем связать этот утолщенный край. То есть в нашем образце сегодня не только узоры, но и небольшие техники будут применяться. Я буду показывать. Вот так он смотрится. Если его увеличить, смотрите, вот так он тоже довольно красиво увеличивается и смотрится. Низ у нас будет, девочки, платочной вязкой 2 сантиметра. Я высоту делаю сейчас в описании, создаю, да. Планочка здесь довольно широкая, просто изнаночная гладь. Ну и про утолщенный край я вам уже сказала, видите, да. Красиво смотрится, элегантно. И у нас воротничок-стоечка. Воротничок-стоечка на любителя. Можно сделать просто классическую резиночку невысокую. Там 2 на 2 она у нас идет здесь в данном случае. Рукавчики тоже с таким интересным. Видите, вот эта змеечка, помимо того, что у нас идет резиночка 1 на 1, но змеечка у нас идет по центру. Прямо от самого начала вязания. Вот. Но я думаю, что в принципе у нас будет платочная вязка. Ну, посмотрим, как там сейчас сконструируется. Не будем вперед загадывать. Здесь вот резиночка 2 на 2 явно идет. В общем, девочки, пуговки, обратите внимание, тоже так интересно сделано, да. Здесь одинаковое расстояние идет, и по центру 3 пуговки идут на равных расстояниях друг от друга. А вот здесь у нас как бы одна пуговка пропущена, раз, сверху и снизу тоже пуговки пропущены. То есть идет, обратите внимание, как интересно дизайнер расставил пуговки, да? Вам нравится? 4 всего пуговки, и вот здесь одна пропущена. Это сделано сознательно для того, чтобы вот это расстояние между первой и второй пуговкой равнялось вот этому расстоянию между последней пуговкой и низом изделия, да?
То есть вы тоже там, когда будете конструировать на свою модель, под себя, под свой рост, да, тоже это предусмотрите. Так, давайте еще, что там мы полистаем поближе, посмотрите на эту моделечку вблизи. Вот так она смотрится. У нас будет сегодня разбираться размеры 44, 46, 48, 50 и 52. 44, 46, 48, 50 и 52, 54 я решила составить. По спинке, смотрите, тоже. Вот так смотрится по спинке. Обратите внимание, рукавчики. Вот здесь, где у нас будет закрытие петель на пройму, здесь заменяется лицевой гладью часть змейки, часть узора. Не бойтесь экспериментировать, это красиво смотрится. Смотрите, у рукавчика здесь вот у них тоже, видите, жгутик прекращается, где идет формирование оката рукава, да? То есть дизайнеры, в принципе, вот так вот спокойно относятся к таким тонкостям. Там по-другому никак не сделаешь. Жгут ведь довольно широкий, 6 петель. Так, ну все, показала я вам во всех ракурсах данную модель. Возвращаемся еще раз. И давайте сейчас более детально. У нас будет сейчас выбор пряжи. Смотрим схему, которую я составила. Смотрим, как вязать. Будем вязать образец, вяжем образец, определяем плотность. И, как всегда, идут расчеты на все вот эти размеры, которые я только что вам озвучила. В том числе, когда мы будем с вами делать расчеты, я буду показывать вам, как расположить компоновку всех этих узоров. На каждый размер там, в принципе, свои особенности будут. Итак, всем, кому интересна моделька, остаемся на канале и смотрим внимательно мастер-класс. Для вязания этого кардигана я выбрала пряжу Alize Lana Gold Classic. Это турецкая пряжа, полушерстяная, 100 грамм 240 метров. Состав 50% акрила, 51% акрил, 49% шерсть. Хорошего качества, хорошей скрутки. Очень такая, она, знаете, какая-то объемная, да, из нее приятно вязать. Изделие получается таким приятно объемным и, в общем-то, особо так не пушится. Спицы я четверочку использовала. Вот так выглядит наш образец узора. Здесь у нас два основных элемента. Вот этот по центру, это змеечка, и два жгутика мы будем использовать. Ну, а тут, в принципе, идут изнаночные и лицевые петельки, да. Вот эта змеечка, она у нас, это основной наш узор. Она, видите, зеркалится. Вообще-то на 4 петельках вяжется, на 4 петлях лицевых, да, между ними просто изнаночные идут петельки, 2 изнаночные. Но по сути, вот я взяла узор и составила его из 10 петель, то есть вот эти 2 змейки, между ними 2 изнаночные. Все мы будем сегодня с вами вязать, так что не пугайтесь, это не сложные элементы аранского вязания, это легкие элементы, легкие перекрещивания. Это просто нужно немножечко, девочки, ну, до автоматизма довести этот процесс, и будет у вас все получаться. Это я для тех, кто, например, еще никогда не вязал косички, боится сложности. Вяжем мы их без дополнительной спицы, и все будет хорошо получаться. Посмотрите мое видео до конца. Я там подробнейшим образом вам показываю, как это сделать безболезненно и просто. Перекрещивание. Схема узора 1, основного нашего узора со змейками, выглядит вот таким образом. 10 петель ширина и 8 рядов высота узора. Змейки у нас, видите, зеркально расположены. Вот эти 4 петли — это наши змейки. Условное обозначение: горизонтальная черточка — это изнаночная, вертикальная — лицевая. Да? И вот эти скобочки обозначают направление перекрещивания. То
То есть перекрещиваем это влево, это вправо. Все, по 2 петли. Дальше, вторая схема у нас. Это жгут на 6 петлях. Вот так выглядит. Раппорт узора составляет 4 ряда в высоту, 6 петель в ширину. Здесь тоже идут перекрещивания 6 петель налево все время, по 3. Так, дальше. Выкройка. Выкройку я взяла из японского журнала. Она очень хорошо передает классику. Смотрите, рукав у нас с проймой, рукав с окатом, выкройка с проймой, классика. Вот величина, вот эта величина от проймы до низу изделия меняется индивидуально в зависимости от ваших предпочтений кардигана, какой вы длины его хотите, и от ваших индивидуальных особенностей фигуры, от вашего роста. Вот, все более детально я рассказываю, сколько петель на пройму приходится, сколько на вырез горловины, сколько петель набираем по полочкам, по спинке, на рукав, как сформировать скос, что такое вертикальная плотность. Все рассказываю во второй части видео, когда мы с вами свяжем образец. К тому же у вас будет вот такая в помощь инструкция, которую я все время составляю. У нас используются размеры 42, 44, 48, 52, 50, 48, 50 и 52, девочки, 54. Вот. Какая ширина, какие у нас будут с вами петли набираться, сколько количество вот это. Я все расскажу, откуда это все взялось, да. Более детально, как расположить узоры, рисую схематично. Вот здесь я через запятую перечисляю, а во второй части видео я вам более наглядно рисую схематично, что за чем там. Мне так просто проще. Я лично так проще воспринимаю всегда схематично расположение узоров. Так. Ну и, в общем-то, подчеркиваю, рост модели довольно большой. Видите, берем 92 сантиметра длину изделия, но это практически пальто на меня. Например, я утону при таком росте, потому что у меня маленький рост, 1,62 м. Вот, поэтому эта мерочка очень должна быть осторожно измерена вами под вас. Использоваться длина. Не игнорируйте вертикальную плотность. Вот, еще раз вам повторяю, иначе потом будет разочарование. После того, как мы свяжем все детали и отпарим их, необходимо собрать это изделие воедино. Вначале выполняем плечевые швы, затем поднимаем петли планки по вырезу горловины, да, и вяжем планочку 7 сантиметров резиночкой 2 на 2, если это будет одинарная планка, и если вы хотите, как у модели 1 в 1, у нее двойная планка, то вяжем 14 сантиметров, да, потом аккуратно по краешку сшиваем это все. На правой полочке предусматриваем прорези для пуговиц. Вы обратите внимание, как там пуговицы очень интересно располагаются, да? Ну и далее, как обычно, сшиваем рукава, боковые швы, делаем швы рукавов. Все это описание под видео смотрите внимательно для вашего удобства. Сейчас будем вязать образец. Для образца, девочки, я набрала 39 петелек. И давайте свяжем с вами. У нас будет две с вами основные схемы, в принципе, вот они так смотрятся. Свяжем образец с вами. Основные у нас узоры, это вот этот узор один, он будет у нас по центру идти спинки. И вот эта коса, жгут, я его так назову, на 6 петлях. Здесь раппорт у нас получается 10 петель. 10 петель. Это 10 это всего. А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно, 10 петель. Так, 39 петель у меня распределились следующим образом. Смотрите, я буду сейчас вам показывать край особый. Вы обратите внимание, у них у полочек край, где идет изнаночная гладь, он у них особый, плотный, да? Вот такой двойной. И я вам покажу, как его сделать вручную, да, то есть у них там машинная вязка, у нас будет ручная вязка, да. И я вам скажу сейчас, как сделать такой вот плотный край у полочки. Ну, давайте свяжем первый ряд. Значит, у первой схемы раппорта высоту 8 рядов и 10 петель в ширину, да,
у этого жгута 6 петель ширина, и получается у нас, получается вообще 4 ряда в высоту всего раппорте. Ну, жгут очень распространенный элемент аранского вязания, поэтому ладно, давайте вязать. Итак, наши 39 петель. Первые 2 петли это кромочные, сразу говорю. Здесь кромочные у планочки будут вот такие вот двойные. Итак, первую петлю мы снимаем, вторую вяжем лицевой петлей. Далее вяжем 2 изнаночные. И у нас идет схема жгута на 6 петлях. Я не применяю дополнительную спицу, но знаю, что новенькие, ну, кто у нас как бы еще только учится вязать, не умеют пользоваться таким приемом, как я, и применяют дополнительную спицу. Пожалуйста, девочки, применяйте дополнительную спицу. Но я бы на вашем месте, все-таки я вам сейчас медленно покажу, как сделать жгут без дополнительной спицы. Да? Смотрите, берем наши 6 петель, снимаем их на правую спицу. У нас будет сейчас перекрещиваться 3 петли на 3 с направлением влево. Первые 3 петли с помощью левой спицы я подхватываю, высвобождая те, которые за спицей. Вот у меня сейчас, видите, как получается. Я их высвобождаю, то есть правую спицу аккуратно вытягиваю. Вытянула, и теперь, смотрите, эти же 3 петли вот таким образом пересняла и вернула. Вернула на левую спицу. Все, вот и все. Видите, просто нужен навык, и как бы все у вас получится легко. Вяжем 6 лицевых нашего жгута. Связали. Дальше вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И вот сейчас у нас будет на 10 петлях узор основной по центру, который. Ну, в принципе, он состоит из 2 змеек. Змейка — это вот такой элементик, вот он, видите, на 4 петлях. Но у нас в совокупности змейка идет, видите, 2 зеркальных отображения друг на друга смотрят, видите? Так, и вяжем. Также 4 петли мы снимаем на правую спицу, и первые 2 петли у нас будут перед работой. Следующие 2 петли мы высвобождаем. Видите, да? Вот они у нас сзади. Аккуратно я их так не спустятся, не переживайте. Затем с помощью правой спицы я их переснимаю. Вот видите, крест-накрест у меня получился. И возвращаю на левую спицу. Все. 4 лицевые из них мы провязываем. Перекрестили, провязали 4 лицевые. Да? Дальше вяжем 2 изнаночные. И далее 4 петли будем перекрещивать направо. То есть я сказала зеркально, да, зеркалит узор. 4 петли мы с вами сняли на правую спицу. Первые 2 петли сзади, вот этой кончиком левой спицы я переснимаю, высвобождая вот эти 2 петли, которые оказываются у нас перед работой. И с помощью также правой спицы я их возвращаю на левую. Вот. И вяжу все 4 лицевыми. Перекрестили направо 4 петли. Вот. Получились вот эти зеркальные змейки. Далее идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные и такой же жгутик, который я вам сейчас показывала на 6 петлях. Мы с вами снимаем, еще раз показываю, 6 петель на правую спицу. Перекрещивание будет налево, поэтому перед работой первые 3 петли, за работой следующие 3 петли. Переснимаем их аккуратно с помощью правой спицы, возвращаю на левую. Видите, петли перекрещенные. И все 6 вяжем лицевыми. Раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6.
2 изнаночные, кромочная вяжется тоже изнаночной. Вот наши 39 петель. Так, теперь что касается изнаночного ряда второго, мы будем вязать его как смотрят петли, за исключением вот этих 2 кромочных, которые у нас будут на планке. Да, я показываю как образец, как вязать кромочные у планки. Давайте самостоятельно доходим до этих 2 последних петель, и я показываю. 2 петли в изнаночном ряду вяжутся следующим образом. Крайние вот эти, они у нас кромочные считаются. Значит, я беру спицу и накидываю ее ниточку на нашу левую спицу, снимая петлю, не провязывая, нить перед работой, и изнаночная крайняя петля. Переворачиваем, вяжем. Здесь опять такая же картина у кромочных. Первую снимаем, вторая лицевая провязывается. И получается, формируется вот такой интересный край, утолщенный. Видите, да, он толстенький какой. Дальше продолжаем вязать наши узоры. 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Здесь у нас в змейке 3-й ряд идет 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые. Связали узор змейк. Дальше вяжем опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, и наша с вами косичка на 6 петельках вяжется. Сейчас она будет вязаться как 6 лицевых. 6 лицевых вяжем. Провязали. 2 изнаночные и кромочные. Связали. 4-й ряд нашего узора мы вяжем как смотрят петли. Не забываем про то, что у края, чтобы сформировать хороший край, вот эти 2 кромочные мы вяжем как я вам уже показывала, как вот про эти 2 петли не забываем. У нас с вами 5-й ряд. Сейчас у нас идет повторение в косе на 6 петлях в этом жгуте, да. У нас, смотрите, кромочная, первую снимаем, вторая лицевая, не забываем, да, чтобы такой край был. Далее опять 2 изнаночные. И наш с вами жгутик на 6 петлях вяжем, или коса, как его называют. Опять перекрещиваем налево, 3 на 3, да, 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли местами их и связали как 6 лицевых. Дальше опять идут 2 изнаночные, лицевая. Ну, то есть, собственно, как у нас по узору. Тут уже легко не ошибиться, да? Далее опять 2 изнаночные, и наша змейка идет на 10 петлях. В змейке здесь, значит, сейчас будет опять перекрещивание направо. 4 петли перекрещиваем направо, 2 на 2, да? Первые 2 за работой остаются, высвобождаем перед работой следующие 2 петли и аккуратно их возвращаем на левую спицу. И вяжем, перекрестили 2 на 2 и вяжем как 4 лицевые. 2 изнаночные. Далее перекрещиваем налево 4 петли. Снимаем первые 2 петли перед работой, следующие за работой, поменяли их вот так местами и вяжем как 4 лицевые. Змейка готова, раппорт змейки. Дальше опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, жгутик перекрещиваем 6 петель на левом, по 3 петли, первый перед работой,
Следующие 3 за работы. Поменяли их местами, провязали как 6 лицевых. И везде он будет цикл жгута, 4 ряда, и затем повторяется. Как вы поняли, у змейки раппорт 8 рядов. 2 изнаночные продолжаем вязать, кромочные, изнаночные связали. Теперь у нас с вами 6-й ряд. Мы вяжем, как смотрят петли. Не забываем про 2 кромочные особые в конце ряда. 7-й у нас ряд нашего узорчика. Мы вяжем кромочные 2 особые, да? Первую снимаем петлю у кромочной, второй вяжем лицевой, 2 изнаночные, жгутик на 6 петлях, просто провязываем в этом ряду лицевыми. Затем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, и наш жгут в 7-м ряду вяжется, как смотрят петли, то есть 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, связали раппорт жгута на 10 петлях. Далее вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 6 петель лицевых жгута, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные и кромочные. Вот так, собственно, девочки, 8-й ряд мы также вяжем, как смотрят петли. И затем повтор вот этого нашего узора с красивыми вот этими змейками. Видите, да? Здесь связан только 1 раппорт. Их, если друг за дружкой расположить, то будет еще вязаться. Тоже зеркалиться будет. Красота эта. Собственно, все, что можно было, все элементы, которые встречаются в данном кардигане, мы провязали с вами, да? И сейчас наша задача, знаете, что сделать? Отпарить этот образец и померить плотность, чтобы сделать дальнейшие расчеты на разные размеры. Так, горячим паром обдаем наш образец. Вытягиваем его в разные стороны энергично. Очень влажный, податливый, очень удобно с ним пластично работается, да. На края обращаем внимание, нам край очень важен, он у нас в расчетах считается будет плотности, поэтому мы его отутюживаем прям вот так вот основательно. Ну тут в принципе все хорошо. И в таком расправленном виде оставляем сохнуть полотно. Теперь наша задача с вами померить ширину образца. Девочки, берем, вот так он у нас высох, все хорошо, вот такой красивый получился. И сейчас аккуратненько вот так распрямляем, хотя он и был распрямлен, и прикладываем нашу линеечку аккуратненько. Так, и получаем 20 сантиметров. 20 сантиметров у нас участвует в образце 39 петель. 39 делим на 20 сантиметров. И это будет плотность 1,95. Давайте так более точно, точнее запишем. В 1 сантиметре 1,95 петель. По вертикали также сейчас померяем с вами. Для этого нам надо посчитать, сколько рядов в образце. Измеряем, сколько у нас высота нашего образца получилась. У меня 15 сантиметров. И 32 ряда, которые я посчитала, мы делим на 15 сантиметров измеренных. Получаем 2,1. Запишем эту плотность по вертикали. Запомним ее 2,1. Так, сейчас, значит, будем смотреть выкройку и делать расчеты. Наша выкройка, девочки, вот так выглядит. Я взяла из японского журнала выкроечку. Здесь очень довольно-таки так все хорошо, классика показана. Пройма, рукавчик, да.
достаточно глубокий вырез у полочек. Итак, давайте сразу начнем с того, что мы с вами определяем размеры, какая ширина спинки. У размера 44-46 я взяла 50 сантиметров. У размера значит, следующего 48-50 56 сантиметров и 52-54-61 сантиметр. В петельном эквиваленте это выглядит как 98 петель, 110 и 118. Если вам интересно, откуда взялись цифры, на примере показываю. Например, третий размер 52-54 у нас 61 сантиметр. Я умножаю на нашу плотность по горизонтали, которую мы с вами только что считали, 1,95, и получаю 118 петель. Понятно, да? Следующая задача. Как распределить узоры? Очень важная задача. Я сейчас буду рисовать, как мы будем располагать узоры. Я всегда вот так, девочки, люблю делать схематично. Схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, и вот вы справа налево вяжете. Как мы распределяем узоры? Ну, по центру у нас с вами идут 2 раппорта по 10 петель. То, что мы с вами вязали, вот эти вот 10 петель, их 2 раппорта подряд. Они у нас идут, и это центр нашей спинки. Понятно, да? Раппорт узора вы тоже помните, вот он. Вот эти 10 петель выделены у меня. Вот эти 10 петель. Итак, еще чтобы было понятно, это узор 1. У меня в описании будет и узор 2. Узор 2 это наша коса на 6 петлях. Так, с этим мы нарисовали. Далее, с двух сторон симметрично. От наших узора 1, скажем так. Я его лично называла, когда мы с вами вязали, помните, змейка, да? Она очень похожа на эту извилистую змейку. Итак, у нас идут 2 изнаночные сразу, 1 лицевая, 2 изнаночные. Затем у нас идет коса на 6 петлях, узор 2, да? Затем опять идут 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Идет раппорт на 10 петлях. То есть здесь у нас вот шло 2 подряд раппорта, здесь идет раппорт узора 1 на 10 петлях, и дальше начинается изнаночные петли, изнаночная гладь вяжется. Вот. И зависит количество от размера, девочки, от размера количества зависит. Значит, у меня получалось 20. Так, у меня получалось на первый размер 12 изнаночных, на второй 18, на третий 22 изнаночные петли. Симметрично также вторая половина у нас располагается, то есть 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, опять идет на 6 петлях узор 1, 2, 1, 2, 10, 10. И наши изнаночные. Плюс мы считаем кромочные справа, кромочная слева. И здесь у нас идут изнаночные, также 12 изнаночных, 18 и 22 на третий размер. Схематично, вот как это выглядит. Я вам, наверное, фотографию сделаю, чтобы вам было доступно, понятно. Или делайте, девочки, сейчас скрин экрана, да? То есть центр нашего вязания вот. И от него симметрично располагаем узоры. 2 это изнаночная, 1 это лицевая. То, что поверху, это все лицевое, да? То, что по низу, это все изнаночное, кроме раппортов. Раппорты идут целиком, я пишу их 10, 6, 10. Наши узоры, я имею в виду. Так, все. С этим мы определились, как распределяем узоры. Теперь по поводу высоты и проймы. Смотрите, рекомендуемая высота изделия, если мы посмотрим с вами внимательно на начало видео, да, там, где на сайте публикуют длину в натуре, да, скажем так, она 92 сантиметра, этот кардиган. То есть это довольно длинный, но рост модели 1,79 м. Редко у кого из нас бывает такой 1,79 м. И я все-таки сделала именно как
у нас на модели 1,79 м, довольно высокий рост, 92 сантиметра. Но его легко отрегулировать под наш с вами рост с помощью вот этой вот величины. Здесь идет планка, я все-таки планку рискнула сделать, как мы всегда это привыкли делать в вязании. Планочка у нас идет в высоту 2 сантиметра платочной вязки, затем уже идут узоры наши, как вот эти, я сейчас рисовала схему, да. И вот здесь высота регулируется, то есть пройма, высота проймы обычно всегда такой остается 44-46, я сделала 20 сантиметров, затем размер 48, 50, 21, и ее высота на большой размер 22 сантиметра я сделала, вот эту вот величину. Вот. И смотрите, глубина я ее сделала 10 петель, 11 и 12, в зависимости от размеров. Теперь по вырезу горловины тоже сделала, как всегда обычно делала, плотность у нас совпадает обычно у многих моделей, 38, 40, 42 петли, ее ширина выреза горловины у спинки. И все, что осталось, это петли плеч, которые я посчитала. 20, 24, 26. Вот, коротко. Все более детально вы прочитаете под видео, описание будет под видео выложено. Вся инструкция по вязанию, на какой высоте. То есть, еще раз повторяюсь, рост регулируем с помощью вот этой мерки от планки до проймы. У меня стоит большой рост 1,79 м модели, но мы маленькие все, да, то есть я пишу 70, 69, 68, но вы ставите здесь тот размер, который вам приемлем по вашей длине, да. Я, например, вязала кардиган, по-моему, 86 сантиметров был. У меня рост небольшой, 1,62 м. Вот так. Даже и 70 можно сделать, будет хороший. То есть на ваш вкус, на ваше желание. И это вот практически пальто получается. Так, теперь на полочку переходим. У полочки, значит, различие только в глубине выреза горловины, да, и, конечно, в петельном эквиваленте. Сейчас я хочу вам про планку рассказать. Я сделала ширину планки 7 сантиметров. Это занимает 12 петель изнаночных. Вы видели, там 12 петель плюс 2 кромочные. Это 12 петель. И поскольку 7 на 7 друг на друга накладывается, от ширины нашей полочки 3,5 сантиметра еще, да, отнимается. Вот эта планка отнимает. И остается узор. И на узор у нас идет с вами... ну эти сложные расчеты я вам не буду рассказывать. Я просто рассказала вам, что это все я учла в расчетах. И в сумме у меня получилось 57 на первый размер набрать, 63 на второй, 67 на третий. И вот так схематично это выглядит, узор. Смотрите. Значит, плотный край двойной у нас, 2 кромочные, да? Помните, я говорила, 2 кромочные. Мы вязали, планка 12 петель, и дальше идут узоры. 4 петли, и это наш узор 1. И вы можете любую часть узора взять, узор 1. Хотите эту часть, хотите эту, вообще без разницы. То есть это 4 всего петли. Хотите крайне правых, хотите крайне левых, без разницы. Главное, чтобы была вот эта полосочка со змейкой. Именно про это я пишу 4 петли узора 1. Затем у нас опять идут 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, опять идет узор 2, наш жгут на 6 петлях, опять идет изнаночная 2, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, и на 10 петлях уже идет полноценный раппорт узора 1. Все остальное идет изнаночная гладь. В зависимости от размеров у меня получилось опять 12 изнаночных, 18 и на третий размер 22 изнаночные петли, соответственно, кромочные еще. Вот. С этим мы тоже определились. Это тоже все распределение узоров будет под видео. Это была полочка правая. То есть вот вы поняли, да? Справа. А левая зеркалится. Левая зеркалится, и хочу вот здесь вам предостеречь, вот эти 4 петли, когда будете зеркалить, обязательно поверните их так, чтобы наши змейки, они зеркалились. Понятно, да? Вот эти 4 петли, чтобы зеркалились, как вот здесь. Понимаете, о чем я говорю? Обращай на это внимание. Так, и рукав.
полочка, ну, вот эта вот высота там, про вертикальную плотность забыла сказать. Девочки, любую вертикальную величину, вот, предположим, у меня от планки до выреза горловины полочки 80 сантиметров идет. И эти 80 сантиметров я всегда умножаю на вертикальную плотность, которую мы с вами посчитали, 2,1 у нас получалось, помните? И это 168 рядов. Когда будете вязать, обязательно переводите все свои величины в ряды. Не сантиметрами измеряйте свое полотно вязаное, а рядами. Для чего это делается? После стирки изделия очень сильно вытягивается, любой трикотаж очень сильно тянется. А мы его с вами уже потянули, да? Когда делали влажную обработку. Помните, как я ее сильно натягивала, да? Вот. И мы учли уже эту вот как бы натяжку, эту усадку, там растяжение. Все это учтено в этом коэффициенте плотности. Понимаете? Вот, все. Обязательно. Вяжите рядами. В описании у меня это все есть. Иду на рукав. Рукав у нас вот так я располагаю узоры. По низу рукавчика у меня 52 сантиметра первый размер, 56, 58. Также вяжется планочка. Это петли. Планочка 2 сантиметра в высоту. Связалась платочной вязочкой, перешли на узор. И узорчика вот так я сделала, девочки. По центру у меня 2 раппорта по 10 петель, узора 1. Ну и вот тут, соответственно, все вы понимаете. Опять идут 2 изнаночные, лицевая симметричная, 2 изнаночные, коса. И в зависимости от размера здесь тоже идут изнаночные. Там идут 4, 6, 8 в зависимости от размера. Понятно, да? Понятно. Так, что еще? Это все вы под видео почитайте. Вот это просто я знаю, что часто схематично легче воспринимается информация. Вот мне лично так схематично, наглядно, более понятно, чем когда там через запятую что-то перечисляется. Да? Я всегда себе вот так схематично рисую, и мне понятно центр 2 раппорта по 10, и от него симметрично идут изнаночные, лицевые, изнаночные. И вот как я тут рисую. Да? Вот. Скос мы формируем, девочки, у рукава всегда скос. Высота рукава, общая высота рукава 61 сантиметр была указана у модели, у готовой. И я также решила сделать, не отходить от правила. Раз уж начали на высокую модель делать, значит, будет 61 сантиметр. Но имейте в виду, вы тоже этот скос пересчитайте под свой размер. Рукав будет разный у нас по длине, потому что мы все с вами разные, да? Как измерить скос, как посчитать его правильно, я сейчас просто расскажу. Смотрите, в верхней части, самой широкой части рукава, где у нас начинается окат, должно быть 74, 76, 78 петель, в зависимости от размера. И мы из большего числа 74 отнимаем по низу 52, смотрите, 74 отнимаем 52 петли, получается, надо всего прибавить 22 петли. Но у нас 2 скоса, на каждый скос придется 11 петель прибавки. Да? Аналогично считаем другие размеры. У меня получился 11, 10 и 10. Так, и вот эта величина, высота нашего скоса, да, смотрите, тоже обязательно переводим ее в ряды. То есть вот у меня в данном случае 45 сантиметров, умножаем на плотность 2 и 1, получаем 94 ряда. И теперь эти 94 ряда делим вот на эту цифру 11 петель по скосу. Получается циферка, сейчас посчитаем, 94 на 11 делим, получаем вот такое число, 8,5. Как тут быть? Нам надо делать прибавки равномерно, а здесь вот такое число. Не 8, не 9 рядов. Да? Что делаем в таком случае? Чередуем. Первую прибавку делаем в каждом 8 ряду, да? Следующую прибавку в 9, 8, 9. И так чередуем, так будет равномерно. Хорошо. Окат рукава мы всегда формируем, я всегда рекомендую формировать для начинающих по выкройке в натуральную величину или сделать расчет. А те, кто умеет опыт, вообще уже свяжут, в принципе, вот эти прибавки по наитию сами
исходя из собственного опыта. Поэтому окат рукава я никогда не считаю. Это очень трудоемкий процесс, и он очень индивидуален в каждом изделии. Понимаете? Зачем наводить, как говорится, пень на плетень, да, когда можно это самостоятельно все сделать. Итак, мои хорошие, я надеюсь, что вам было доступно и понятно мое объяснение. Попыталась вам все очень сильно разжевать. Описание инструкции по вязанию, все будет под видео выложено. Как всегда, смотрите внимательно. Надеюсь, что у вас хорошо получится связать этот красивый брендовый кардиганчик. И до новых встреч!